Всем привет, комрады! С вами КамАЗ. Сегодня я записываю новое видео по уже не такой уж новой игре. Игра у нас называется Quantum Break. В переводе с английского «Квантовый разлом». Итак, что же я могу по ней сказать? Это отличная игра, у которой отличный сюжет, мини-сериал внутри самой игры, прекрасный геймплей, хорошая графика. Но, я вам так скажу, когда она только вышла, я ее начал проходить, и был в ней очень-очень большой косяк. Картинка выглядела просто отвратительно, очень мыльно, очень размыленно, и была отвратительная оптимизация. Я ее как-то стал проходить, но как бы она подтормаживала, картинка мыльная, сюжет хороший, хотелось пройти ее, я все-таки прошел ее и в итоге на нее забил. А сейчас у нас 2023 год, и я решил вспомнить про эту игру, потому что игра мне понравилась, и решил попробовать ее оптимизировать, попробовать исправить эту дурацкую графику с мылом и посмотреть, что из этого получилось. Наперед я вам скажу, что получилась просто офигительная картинка, без мыла и с огромным высоким FPS. И сейчас в этом видео я хочу вам показать, как вам тоже получить хороший FPS, красивую графику, и, возможно, вы захотите пройти данную игру вновь. Потому что я все сделал эти настроечки свои и прошел уже повторно ее. Я думаю, буду дальше ее проходить, потому что здесь нелинейный сюжет, и хочу посмотреть полностью весь сериал. То есть, как бы здесь разные пути развития сюжета есть, и вот как раз я буду второй раз также ее проходить. Итак, приступим, давайте посмотрим. Значит, настроечки. Сейчас покажу, что сейчас стоит максимальный пресет. Разрешение 1920-1080. У меня стандартный монитор. 240 Гц он поддерживает. Вот. Дальше полный экран. Вертикалка включена. Ля-ля-ля-ля-ля. Все, так, все включено. Смотрите, все высочайшее, высокое. Ну, в общем, это максимальный пресет. Давайте посмотрим, как это выглядит сейчас. Итак, заходим в игрушку. Ну, в общем, смотрите, как про это мыло я вам говорил. Это мыло, так она в игре и осталась. То есть, вот такая вот отвратительная картинка. Не знаю, передаст это видео эту странную картинку или нет, но вот я вижу ее прекрасно. Я думаю, кто в эту игру играл, он также наблюдал эту дикую размыленность. Давайте сейчас еще подойдем вот сюда, посмотрим лицо, как смотрится, и волосы. Ну, вот, в общем, видно невооруженным взглядом. То есть, как бы прям режет глаз. Вот это мыло дурацкое. Но я сейчас смотрю, оптимизация уже хорошая у нее, потому что, когда я играл, у меня там 30-40 кадров фриза были. Ну, полное фуфло. То есть, ну, игра понравилась, пришлось приходить так, как есть. Не помню, какой уже у меня компьютер был в то время, когда я проходил. Вот сейчас вот такая система. i5 9416 гигов оперативки, 200 RTX 2060, и все это дело на SSD. Ну, вот так. То есть, вот наш исходник, это максимальное качество графики, выглядит, честно говоря, просто отвратительно. И я просто удивился, что делает технология DSR от NVIDIA с этой игрой. Просто охрененную картинку сейчас я вам покажу. А также дальше я покажу вам сам геймплей. Думаю, что, может быть, кто-то не играл в эту игру. Игра просто офигенная. Здесь разнообразный есть набор скиллов, то есть там быстрое перемещение, сейчас вот покажу вам, вот так вот мы бегаем быстро, это то есть в замедленном, все враги замедленно, я вот так быстро бегаю. Потом, значит, скачок, смотрите, такой раз, такой, короче, крутой чувак. Потом такой взрыв, в общем, квантовый взрыв, на тебе, бля. Вот. Потом тут такой эффект замедления есть. Ну, в общем, вот это вот очень прикольно они сделали. То есть тут сюжет хороший, боевка прикольная. Ну, может быть, кому-то это не понравилось, но мне очень понравилась эта игрушка. То есть я рекомендую вам, кто в нее не играл, все-таки попробовать в нее поиграть и поставить вот эти настроечки. Очень буду благодарен вам, если вы поставите мне авансом лайк, подпишитесь на канал, поставите какие-нибудь комментарии, ну и посмотрите также другие видео, которые у меня есть на канале. Итак, все, приступаем к нашей оптимизации. И, значит, для этого нам нужно выйти на рабочий стол и включить технологию DSR от NVIDIA. Так, выйти на рабочий стол, подтвердить. Так, выходим. И сейчас я буду здесь показывать, как сделать настроечки. Для этого вам нужно зайти в панель управления NVIDIA.
Сейчас заходим и кое-что включить, потому что по умолчанию эта функция не включена у вас. Вот находим масштабирование изображения. Видите, выключено. Так, ой, не то включил. Вот это вот, DSR степень. DSR степень. Видите, здесь вот это как раз, грубо говоря, можно это обозвать фейковые режимы 4К. Ставим первое, второе, и есть еще у нас устаревшее масштабирование, это режим 4К. Это вот видите, 3840 и 2160. Но я вам так скажу, вот эти режимы, они реально лучше смотрятся, чем вот самый последний. Нажимаем ОК и нажимаем применить. Отлично, применилось. Далее, нужно кое-что убрать. Видите, здесь есть функция DSR, плавность. Она сейчас стоит на 33. Значит, что она у нас делает? Она у нас повышает, либо уменьшает резкость изображения. То есть, если вы в сотку выкрутите, у вас будет практически отсутствовать резкость, будет прям тупо мыльная картинка. Я терпеть не могу мыло, так что я всегда ставлю это на 0. То есть, у нас при нуле будет самое четкое изображение. То есть, прям выглядеть будет офигительно. Плюс также эта вот технология DSR добавляет картинке контраст. Выглядит она начинает, ну, еще более как-то насыщенного, можно так сказать. Далее, что я заметил, во многих играх, если вот включаете вот DSR степень, она у вас фейковое разрешение автоматически появляется в игре. Я попробовал это сделать в этой игре, оно автоматически там не появилось. Я долго думал, в чем же проблема, и, в общем, решил путь, как это исправить, и для этого нам нужно поменять само разрешение нашего рабочего стола. И тогда уже фейковое разрешение у нас появится в самой игре. Для этого мы перешли... изменить разрешение, и тут мы находим Dynamic System Resolution. Это как раз DSR, если сокращенное. Поставим мы режим, значит, смотрите какой. Так, где тут у нас... Так, сейчас я его найду. Так, вот этот вот. 2560 на 1440 HD. Это рабочий стол у нас будет. Применяем. Все, ну, как бы на рабочем столе, видите, как бы применилось фейковое разрешение, вот картиночка у меня основная тоже сузилась, вот. Но теперь мы уже сможем включить режим этот DSR в самой игре. Так, значит, запускаем нашу игрушку и сейчас будем смотреть. Игра у меня оригинальная, давно ее покупал в Steam. То есть это самое последнее обновление, так что как бы для того, чтобы у вас все так же быстро, хорошо работало, как у меня, вам нужно либо купить эту игру, либо скачать там на каких-нибудь торрентах или еще где-нибудь самую последнюю версию данной игрушки. Потому что она, ну, максимально обновлена, и то есть исправлена, пофиксена вся оптимизация. Да, также напомню то, что в самом начале, когда она выиграла, была просто отвратительная оптимизация. Она тормозила, как не знамо чего. Я думаю, как бы из-за этого она немножко провалилась на стартах продаж, эта игра. Вот. Потому что на многих компьютерах она тупо нормально не работала. А если какие-то с плохими вообще видеокартами, она там, наверное, вообще глючно тормозила. Попробовать эти можно настроечки также на видеокартах там 10-1650, 1660, 1060. Но там можно немножко поиграться с настроечками для того, чтобы получить хорошие кадры. Вот сейчас я вам буду показывать, значит, заходим в параметры и... Сейчас буду показывать, что будем менять. В общем, смотрите, разрешение сейчас у нас, если нажимаем, видите, оно появилось. Это мое стандартное разрешение. Вот появились наши доп. Режимы. Так, насколько я помню, ставим 2560 на 1440. Так, поставили. Так, все, вот, применилось. То есть у нас сейчас появилось в этой игре фейковое разрешение 2560 1040. То есть разрешение поставили, дальше мы крутим наши настроечки вниз, и кое-что нужно будет поменять. Для того, чтобы прям достичь прям отличного FPS, хорошей картиночки, сейчас кое-что поменяем. Сейчас, минутку, я переставлю вот этот вот мониторчик, потому что он не очень ровно стоит, чтобы было более красиво в кадре все это выглядело. Так, вот, переставили, сейчас продолжим. Значит, смотрите, что я поменял для себя на своей системе, чтобы было все очень круто. Объемные лучи высочайшие, мы поставим их на высокие. Разрешение теней мы также ставим на высокие. Фильтрация теней остается. Текстура разрешения
высокие ставим. Уровень детализации и геометрии ставим тоже высокие. Так, далее оставляем SSAO на включенном. Этот параметр также высокий. Высокий. Глобальное освещение высокое. Смотрите дальше. Для того, чтобы получить максимальную четкость качества графики, нам еще также нужно будет отключить сглаживание. Сглаживание у нас дает такое, как бы, размыленность тоже. Мы его отключаем. Смотрите, режим масштабирования. Это что-то вроде DLSS, как у нас от NVIDIA, либо FSR от AMD. Но это старая версия, грубо говоря, вот этих вот режимов. То есть это примерно то же самое, но, к сожалению, вот этот вот старый режим, вот наш DLSS новый, если его поставить на ультра настройки, он будет выглядеть изображение, вот качество графики, точно такое же, как наше настоящее разрешение. То есть, а в этом случае оно выглядит говняно. То есть, как бы, это, грубо говоря, недопиленная технология DLSS. Но мы его оставляем включенным, потому что наш DSR будет компенсировать графику и будет делать отличную картинку даже с включенным масштабированием. Если вы отключите это масштабирование, у вас будет еще круче графика, еще четче графика, но будет просадка по FPS побольше. Вот, если же, как бы особо этого не заметите, то есть в самой качестве графики, да, вот, но просадочка будет, если вот более слабая система, чем у меня. Вот, значит, дальше мы должны выключить зернистость фильма, она также дает вот это вот зернистость, которая нам дает... Ой, извините, не выключил сглаживание. Вот зернистость, которая тоже нам немножко придает нечеткость картинки. И смотрите, сейчас посмотрите, как сейчас это будет дело выглядеть. Итак, все мы применили, и сейчас будем заходить и смотреть, что у нас из этого получилось. Та-дам! Ну вот, смотрите. Помните, картинка была размыленная. Сейчас у нас наш персонаж стал четкой. Окружение, вот смотрите, все отрисовано просто офигенно. Я когда это первый раз увидел, был просто в шоке. Я думаю, нихуя себе, блядь. И у меня прям реально появилось дикое желание пройти это заново. То есть, вот, не знаю, хорошо передает видео то, что я вижу на экране, либо нет. Но если вы зайдете в саму игру и вот сделаете то же самое, что и я вам гарантирую то, что вы будете в шоке и будете просто потрясены, что было и что стало. Вот, то есть выглядит просто шикарно. Смотрите, FPS у нас 96-91. Также, смотрите, я сейчас отключу масштабирование. Графика должна еще четкость прибавиться, но как бы визуально это будет очень слабо заметно. Но как бы если этот параметр будет включен, точнее отключен масштабирование, будет более сильная просадка по FPS. То есть вот, смотрите, я его отключил, у нас упал он до 60. Но качество графики, я вам так скажу, вот то, что с включенным масштабированием, без включенным практически незаметно. Но, естественно, если у вас более крутая система, вы можете также включить еще масштабирование, и у вас будет просто охренительная картинка. То есть вот так. Сейчас я пробегусь, посмотрю. Ну вот 50-60 FPS, но если включить вот как бы масштабирование, будет повеселее у нас FPS-ка. Давайте мы его включим, и дальше я покажу сам геймплей. То есть, что тут такого интересного? Ну вот, как бы я переключил обратно. Чуть-чуть изменилась графика. То есть, да, вот когда было отключено масштабирование, она вот так, чуть-чуть четче смотрелась. Сейчас также четко смотрится. Вот, но в том чуть-чуть, прям буквально, я не знаю, может быть, на процентов 5 где-то вот четкость лучше. Давайте сейчас вам покажу. Тут реально прикольная такая локация. Вот, выглядит очень прикольно, и боевочка вот на этом месте такая будет сейчас веселая. Просто кто в эту игрушку не играл, я думаю, это будет как бы интересно. Может быть, захотят ее либо купить, либо, как я говорил, скачать. Сейчас я добегу чуть подальше, насколько я помню, там у нас будут наши враги.
Так, смотрите, вон там наши враги. Сейчас мы им дадим пиздюлей. Нате нахуй. Да, тут вот еще вот эти вот кат-сцены такие, когда вот всякие вот эти вот разрушения, вот они тут офигенно сделали. А вот наши враги. Тут, короче, можно побегать прикольненько. Так, надо от них немножко смыться. На тебе, чувак. Не, ну просто реально прикольно сделали. Как бы я не видел, честно, вот такой игры, чтобы вот примерно такое похожее было. Мне эта игра очень напомнила этот фильм у нас, как не помню, то ли «Портал» он называется, то ли еще как тоже, ну как бы скачки во времени были. Вот, он примерно вместе с игрой этой вышел, не помню, как он точно называется. Так, ну вот так, этих мы замочили. Сейчас там еще должна кучка врагов, я помню, появиться. А, вот наш. Ох, ёпта. Вот это, кстати, сильные враги. Сейчас мы будем их пробовать лупить. Так, ну-ка, давайте мы их шмальнем. Так, шмальнули, и что-то нам не получилось. Их надо, да, насколько я помню, сзади мочить. Потому что у них это... Сзади уязвимые места. Так, о. Ну, в общем, смотрите, прикольные такие спецэффекты. Короче, все взрывается, ты тут бегаешь, включаешь квантовый скачок. Так. Опа. Красный — это плохо. Это вот я сейчас включил щит, чтобы подлечиться. Это как подлечка, и ты непробиваемый там на какое-то время. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, что... Так, все, отлично, мы уходим от них. Ну, в общем, смотрите, какая локация довольно красивая, интересная. То есть, тут такие еще квантовые разломчики. Анимация идет. Вот. Выглядит реально просто шикарно. Вот если бы, блин, на старте игра вот была с таким графонием, я думаю, просто были все в шоке, там, я не знаю, ждали, может быть, вторую часть. Ой-ой-ой, что-то у меня хорошо тут присанули. Вторую часть, там, может быть, какое-то продолжение допы, но старт был не очень хороший. И, как бы, я читал какую-то статью по поводу этой игры, что она, как бы, оказалась провальной. Но я думаю, что она просто неоцененная, эта игра, по достоинству. Так, сейчас, минутку. Что-то эти какие-то враги слишком жесткие. Давайте уже, подыхайте. Не хочет пока сдыхать. Так, так, так. И, кстати, здесь в этой игре довольно-таки такой набор, состав, точнее, актеров такой очень знаменитый. Я не помню, как их всех зовут, но я их постоянно вижу в каких-то американских, европейских фильмах. То есть тут прям заморочились нормально, в общем, с набором состава. Вот этот парень тоже во многих фильмах играл, но как бы, как зовут, я его, честно, не помню. Там можно загуглить, посмотреть. Так, может быть, сейчас какое-нибудь оружие покруче найти. Что-то я не могу этих гаденышей убить. Я ее как бы проходил на уровне сложности на легкой, на обычной. Вот, я вот думаю, сейчас вот попозже я буду проходить ее на трудной. Ну, так сказать, то, что на уровне сложности среднее проходится довольно-таки просто. То есть я там буквально несколько раз за игру умирал. То есть... на легком там это вообще нечего делать. Вот. Тут такое, знаете, совмещение, можно сказать. Тут у нас какой-то и шутеры, и экшен такого плана, и ролевая что-то. Ну, такая компоновка очень прикольная. Ну, вот смотрите, как это красиво выглядит. Одного я этого гаденыша завалил, вот он застрял в квантовом скачке, что ли, можно так это сказать. Так, сейчас, минутку. Давайте, надо последнего тоже уложить. Что-то тут не хочет. Ахахахаха. Фу, живой. Так. Давай, вздыхай уже, а, гаденыш. Фу-ху-ху-ху-ху. Ёпта ж. Не... Ой, блин. Так, ну я должен не умереть, должен до конца видос записать, а. Ну вздыхай ты уже, а, задолбал ты уже меня, а, гаденыш. Все, погнали к нему. На. Так, вроде, ну-ка. Надо достать противовес. О, да, походу все. По ходу дела он отъехал. Коньки двинул. Ну вот, смотрите, просто... Вот реально это прикольно. Я не видел нигде вот такого примерно в никаких играх. Тут вот как бы он подзавис. Тут часто в этой игре зависает время.
И то есть люди там останавливаются, предметы, там либо хаотичное движение предметов, то есть вперед, назад, вот такого плана. Ну вот здесь вот так вот реально это офигенно выглядит. Графоний просто смотрите, не знаю, хорошо это передастся по видео, плохо передастся, но графоний сейчас просто шикарный. Вот здесь такая довольно насыщенная локация, хороший FPS здесь в этой локации, там 90-100 кадров. Вот. Я вот всю эту игру проходил вот со своими настроечками такими, меньше 70 кадров я вообще не видел. То есть стабильно 70, 100, 90, вот. Ну, опять же, я вот помню, когда первый раз ее проходил, было 30-40 кадров, а еще и фризы. То есть оптимизация была ужасная. Здесь ребята подтянули оптимизацию, сделали все хорошо. Ну, может быть, там еще была какая-нибудь видеокарта у меня более херовская, чем сейчас. Честно говоря, не помню, на какой системе я ее проходил. Но вот сейчас я вам скажу, что с такими настройками эта игра мне доставила просто массу удовольствия. То есть просто офигеть. Прошло, я вот не заходил в нее несколько лет после того прохождения, потому что у меня была мысль в голове, что она выглядит отвратительно, мыльно, уродливо. А сейчас я вот настроил все это дело, показал вам это дело, выглядит просто шикарно, высокий FPS. Так что, ребята, кто эту игру никогда не играл, просто рекомендую, скачайте, купите, поиграйте. Кто в нее играл, проходил, рекомендую зайти заново, настроечки включить, и вы просто реально будете потрясены, как она выглядит вот сейчас с этими настройками, с технологией DSR. Ну, естественно, не при помощи, еще с моей помощью, с моей оптимизацией. Итак, давайте сейчас вот еще ради интереса просто... сейчас уже не получится ее выключить, потому что у нас уже... Хотя, может быть, и получится. Сейчас, минутку. Попробую сейчас обратно вернуть наши настройки на стандартные. И поставить пресет высочайший и посмотреть, как это будет зыркаться без моих настроечек. Ну вот, собственно, вот это уродство к нам и вернулось. Блин, вот реально выглядит просто отвратно. Вот, опять же, зайдите, скачайте, установите, посмотрите сами, это не ложь. Выглядит просто ужасно. Я вижу перед монитором просто дико размыленную херню, короче. Не знаю, передаст, не передаст. Ну так что вот так вот. Вот такой вот видосик у меня получился. Всем спасибо за просмотр. Спасибо моим подписчикам. Кстати, мои подписчики пишут в комментариях сделать оптимизацию на определенные игры. Так, значит, писали мне про Resident Evil 3. Я думаю, в ближайшее время сделаю. Deadpool писали, думаю, тоже сделаю. Так, еще какую-то... Ну, надо комментарий почитать. Я все это вижу. Ребята, спасибо, что комментируете. Спасибо, что смотрите. Я обязательно все это сделаю. Просто я работаю. У меня просто не хватает времени для того, чтобы записывать новые видео, новые обзоры. Вот сегодня у меня есть некоторое время, там полчаса, я вот для вас сделал вот такой обзорчик, да. Все, всем спасибо за то, что смотрели. С вами был КамАЗ. Подписывайтесь на канал. Всем пока.